Всем привет, мои дорогие друзья! Я хочу рассказать о самых шокирующих моментах между Тэхёном и Чонгуком, но перед этим я должна предупредить вас о важных вещах. Дисклеймер. Данный материал носит исключительно развлекательный характер и никак не желает оскорбить кого-либо. Все, что здесь будет сказано, является исключительно моим мнением. Я не заставляю вас ли поверить в это, примите это во внимание. Сегодня мы поговорим о топ-10 самых шокирующих моментах между Тэхёном и Чонгуком. 10 место. Джин завел Вигу. Благодаря Джину мы стали свидетелями настоящего блокбастера. Мы видим, как Джин обливает Чонгука водой. Гуки решает отомстить Джину и бежит за бутылками с водой, чтобы тоже его освежить. Но хитрый Хён бежит в сторону Тэхёна, который спокойно себе поет и ничего не подозревает. Джин прячется за Мишку, и так получается, что Чонгук окатывает водой Тэхёна. Тэхён шокирован происходящим и решает отомстить. Сбегал за льдом и закинул его за шиворот Чонгуку. Джин настоящий хитрец, сам нашалил, а получили все, кроме него. И самое главное, что побежал прятаться за слабость Чонгука, рассчитывая, что Гуки смилуется. Джину тоже в конечном счете досталось, так что не переживайте. Ребята, я хочу вам сообщить, что на моем канале на Бусти вышел новый обзор на тему Винни любит алкоголь, так почему же он стал амбассадором соджу? Возмущаются некоторые фанаты. Обсудим эту тему. Ссылка на канал на Бусти будет в описании к видео и в первом закрепленном комментарии. 9 место. Показательный поступок. Очередное доказательство того, как Чонгук сосредоточен на Тэхёне. Любовь – это быть внимательным ко всему, что связано с ним. Чонгук видит, что на полу лежат очки, он их подбирает и кладет себе в карман. Тэхён, кажется, замечает это боковым зрением. И после того, как они заканчивают свои партии, Тэхён просит Чонгука, чтобы тот отдал ему очки. И взгляните, какой ты счастливый. В общем, как мы понимаем, Чонгуки сразу понял, что это очки его любимого, поэтому так пособственнически положил их себе в карман. А Тэхёну было очень приятно, что муженек позаботился о нем, поэтому так засиял и заулыбался. 8 место. Понятно, что это не случайно. Единственный способ выдохнуть и вернуться в состояние покоя – это прикоснуться к нему, почувствовать его тепло. Невозможно просто пройти мимо. Гуки проходит мимо Тэхёна и якобы случайно касается его. Ах, кажется, он думал, что никто не поймет, но все поняли, что он сделал это намеренно. Наблюдать за тем, как они постоянно ищут физического контакта, это чистое удовольствие. Это выглядит очень мило и дает понять, как они необходимы друг другу. Когда любимый так близко, разве можно удержаться? Даже если ты очень стараешься не привлекать лишнего внимания. Прикосновение случается, просто потому, что это естественно, как дыхание. 7 место. Постоянно зависать друг на друге. Это так в стиле Вигу. Мои глаза всегда смотрят на тебя. Смотрит на него, как хищник на добычу. Или как очарованный поклонник, который не сводит с него глаз. Идет задом наперед, но не прекращает любоваться им.
Такие секунды кажется, что они готовы любоваться друг другом вечно, просто изучая каждую черту его лица, каждую эмоцию, каждое движение. Человек не будет так смотреть, если он не чувствует к другому чего-то особенного. 6 место. Ты моя опора. Когда тебе плохо, ты пойдешь к самым близким людям за утешением. Боль – это не то, что хочется демонстрировать на публике, особенно когда ты звезда. Но когда тело подводит, а эмоции накаляются, потребность поддержки становится первостепенной. Кажется, у Чингука заболела спина, и он подошел к своему самому близкому человеку, чтобы опереться на него. Тэйхён для Чингука – это тот человек, который способен принять его таким, какой он есть, даже в моменты слабости. Это тот человек, который является для Чингука плечом, на которое можно положиться, когда мир вокруг шатается. 5 место. Как Чингук пытается привлечь внимание Тэйхёна. Даже когда Вигу стоят на одной сцене в нескольких сантиметрах друг от друга, Чингуку этого недостаточно. Ему нужно, чтобы фокус внимания Тэйхёна был направлен именно на него. И наблюдать за тем, как Гуки добивается своего, это отдельный вид удовольствия. Получается привлечь внимание Мишки, и Гуки довольно улыбается. Здесь, кажется, Чингук не этого добивался, но Мишка захотел построить из себя недотрогу. Может показаться, что Чингуку просто скучно, но мы-то знаем правду. Это потребность в подтверждении связи. 4 место. Послушный парень. Когда Тэйхён главный режиссер, а Чингук его муза. Тэйхён человек-идея, настоящий генератор креатива. И когда дело касается того, чтобы его любимый Чингук выглядел на сцене максимально эффектно, он превращается в заботливого наставника и любящего партнера одновременно. Тэйхён, обращаясь к Чингуку: там сверху есть камера, если ляжешь на сцену, она отлично тебя снимет. Гуки послушно следует совету своего любимого режиссера, а Тэйхён не наблюдает за своим подопечным. В этом жесте полное доверие. Чингук не сомневается в чутье Тэйхёна ни на секунду. Если ты сказал, что так будет круче, значит так тому и быть. 3 место. Чингук как самый преданный зритель Тэйхёна. Когда Тэйхён начинает что-то придумывать или дурачиться, он словно проверяет почву, ждет, поддержит ли его, разделит ли его порыв. И Чингук его самый надежный союзник. Тэ играет с Арми, и Гуки, который повторяет за ним, поддерживает его таким образом. Он буквально транслирует ему: ты можешь быть любым, ты можешь творить что угодно, и я буду рядом, чтобы разделить это с тобой. Это глубочайшая форма заботы. Чингук выступает в роли своеобразного якоря и фаната номер 1 для Тэйхёна. Он дает Тэйхёну уверенность в том, что любой его жест будет замечен и оценен. 2 место. Тэйхён делает момент Чингука волшебным. Тэйхён берет на себя роль феи и создает магию вокруг Чингука. Тэйхён очень сосредоточенно и аккуратно осыпает своего драгоценного Чингуки конфетти. Боже, он такой милый, так старается. Именно эта старательность пробивает до мурашек. Тэйхён не бросает конфетти абы как. Он делает это бережно и с особой нежностью. 1 место. Тот самый взгляд.
Искушение, которое невозможно спрятать. Обернувшись, Тэхён не может скрыть свою реакцию. Ему неожиданно приятно, что Чингук вот так близко подошел к нему. То, как Тэ наклонился к нему еще ближе и смотрит на него с таким искушением. Тот самый взгляд. Это те микросекунды, когда маски сброшены, а истинные эмоции вспыхивают ярче, чем софиты на сцене. На этом я заканчиваю свой топ. Обязательно дождитесь продолжения. Пока!